Мы на Манхэттене. Это вторая наша квартира, которая уже есть на Ютубе. Кто не видел первую, переходите, посмотрите. Чем мы занимаемся? Мы делаем квартиры на перепродажу, на аренду. Также я занимаюсь параллельно дизайном для частных своих подписчиков и инвесторов. Так вот, сегодня я вам покажу квартиру ЖК Манхэттен, город Киев, самый-самый-самый-самый центр Киева. 83 квадратных метра. Квартира на перепродажу покупалась. Мы ее полностью замеблировали, сделали очень красивый интерьер. И сегодня я вам покажу. С бюджетом у нас в $850 квадратный метр, что получилось. Необычный обзор у нас начинается с кухни, да, обычно с коридоров, у меня 50 видеообзоров, но у нас сегодня настолько шикарная кухня, что мы прям начнем с нее, чтобы дальше потом вы не пролистывали вот так, и вы ее пропустите, поэтому в первые 20 секунд я должна это показать. Обратите внимание на цвет фасадов, такой мы еще не ставили ни разу. Это цвет зеленый, не знаю, как он будет передаваться на камере, но это глубокий зеленый цвет, вот глубокий матовый зеленый. Сейчас это очень модно. В этом году, в 2024 году, не знаю, как будет в 2025, но все оттенки зеленого, кроме салатового, наверное, модно. И мы решили тут сделать такую кухню. Площадь этой комнаты у нас порядка 20-22 квадратных метров. Здесь у нас расположилась кухня. По эту сторону у нас диванчик. Он не раскладной, потому что у нас есть еще две спальни, там, где есть гостиная или детская и мастер-бедрум. Диваны – это наше производство, можно так сказать, мой дизайн, который мы делаем. Но это обо всем по чуть-чуть. Начнем еще раз с кухни. Здесь у нас вот такие вот витрины сделаны с матовым стеклом в черном профиле. Мы такое часто на наших квартирах повторяем, но меняем комбинации, цветовые сочетания и текстурные, можно так сказать. Внутри у нас дуб ильм серый. Все детали у нас к описанию видео вы найдете, что из чего было сделано, поэтому это видео будет максимально полезно для вас, если вы делаете в данный момент ремонт и собираете квартиру, потому что мы, честно, делаем ремонт на сегодняшний момент только в Киеве. Многие ко мне обращаются люди с разных городов, но могу вам помочь только тем, что показать материал. Так, здесь у нас просто полочки. Тут у нас выдвижные шкафчики. Ручки я привозила с Германии. Опять же, покупала на каком-то сайте. Это даже не барахолка, а полноценный нормальный сайт по нормальным ценам. В Киеве, я не знаю, такое можно найти или нет. Так, это у нас под вилки, ложки. Вся техника, ну не вся, тут техника Whirlpool, и у нас посудомойка должна быть Whirlpool. Сейчас я ее только найду. А где она? Вот она. Посудомойка тоже Whirlpool. Специально я заказала сюда 60-ю, так как у нас квартира предполагает минимум 3 проживающих. Надо где-то хорошо мыть посуду, кастрюли и все остальное. 45-я с этим не всегда справляется. И с этой стороны вот такая у нас большой ящик под мойкой. Что у нас из нововведений, почему так дорого вышло $850 квадратный метр? Здесь по кухне фасады, темный фасад в пленке, плюс посмотрите, сколько много фрезеровки. Эта фрезеровка Sunset, мы ее часто ставим и на другие объекты, но именно эта фрезеровка достаточно дорогая в себестоимости. Она идет вот у нас по нижнему ярусу антресолей. Сверху у нас просто идет гладенькое все. Это тоже пленка, это не ДСП. А снизу у нас пленка с фрезеровкой Альба под классику. Ну такая, знаете, сдержанная классика без канделябров. И что добавила цене этой кухни? Еще это столешница с интегрированной сразу мойкой. Это у нас кварцевый камень. Также я сделала вот такой вот бортик. На самом-то деле я этот дизайн так чуть-чуть подсмотрела на Пинтересте. Я где-то нашла похожую кухню с тем, что здесь идет
ДСП, но у них может быть и шпон там шел, а может быть и дерево. И был вот такой бортик с камня и продолжался на столешку. Эту идею я реально стырила, и теперь она у меня здесь стоит в центре Киева. Мы поставили сюда дуб Илм серый, который является корпусом всей нашей кухни, это ДСП. Специально поставили камень, и теперь эта столешница, она в принципе неубиваемая, и тут ничто не затечет, не разбухнет. Это долговечная история. Тут, по идее, тоже у нас маленький ящичек, да? Ну, вот мебельщик у нас молодец. Каждую щель использует, чтобы было удобно. Тут, кстати, если кто присмотрится, может, кому-то будет интересно, у нас с вот этой стороны, давайте я вам покажу. Я вам буду этот. Насколько ответственно мы относимся к техническим деталям квартиры, так как я вообще по образованию инженер-строитель, сейчас надо только понять, как оно открывается. Ага, вот. Блин, наверное, не видно, Вадик. Если ты туда нырнешь, прям не видно будет? Не, ну чего? Да, я вижу. Я вижу. Ну вот так вот, ну, видно, если... Давай вот так я сделаю. Угу. Вот там, видите, внутри у нас, может быть, сейчас не совсем хорошим доступом, но на самом деле доступ есть, короче, можно отковырять, раз в жизни это можно использовать. По нормам строительства есть каждые 2 этажа или каждый этаж через этаж канализационные... О боже, как это ставится. О! Правильно? Не, я не попала в паз. Лучше бы я это не снимала, если честно. Ладно, хрен с ним, придет потом что-нибудь и поправит. Короче, эта штука используется раз в жизни. Это ревизионный люк. Его нельзя закрывать на квартирах, потому что бывает такое, что где-то забилась канализация. Бывает ее, что сверху пробивают, а бывает, что надо доступ отсюда. И многие строители, которым пофиг, а люди, которые не знающие, просто забетонировали, забили и закрыли. Мы так не делаем. С этой стороны... Сори, мне иногда так тяжело дышу, потому что проблема. С этой стороны у нас холодильник. Холодильник тоже вверху, с морозилкой. Хорошая духовка, то есть с открытием на себя. Там даже гриль какой-то, значит, тут еще и гриль есть. Короче, миллион функций, здесь все выбирается. Ну, прикольно. И духовка. Духовка тоже у нас все это Whirlpool. Ценник вообще на всю технику. На сегодняшний момент у нас выходит духовка, микроволновка, холодильник, стиралка-сушка, посудомойка, вытяжка варочная. Порядка 110 тысяч гривен. Можете поделить на курс 41. Вот это у нас стоимость техники выходит на квартиру. Опять же, чтобы закрыть эту кухню не просто зеленой кривой панелью. Ладно, что она должна быть кривая? Нормальной, красивой панелью. Но просто это было бы зеленое. С этой стороны это не так смотрелось выигрышно, как мы сделали такую же маленькую витринку с подсветкой. Не знаю, вино, фотографии. Все это закрыли специально фасадами, чтобы не сильно пылилось. И вместо острова, как часто я люблю это делать, мы сюда сделали новое изобретение, так можно сказать. Это обеденный стол непонятной формы, эллипс, такой, знаете, продолговатый. Опять же, идею я эту увидела на европейских сайтах. Часто сейчас такие столы продают из серии по 2000 евро за стол. Мы изготовили его сами. Столешница — это у нас этот же корпус, как и тут, дуб Илм серый. И тут снизу мы сварили ножку специфическую под него, которая также, вообще вся модель стола срезанная у какого-то стола модного. Но мы его изготовили сами. Он смотрится прекрасно. Стулья мы покупали на сайте Купи-стул. Они должны быть поворотные, если мне память не изменяет. Сейчас сядем, проверим. Да, память не изменяет. На самом-то деле, вот если сидеть кушать, представим, да? Конечно, с такого тазика навряд ли будешь кушать. Но тут достаточно, чтобы поставить нормальную тарелку и есть.
То есть, если у кого-то возникнут вопросы, как тут сидеть на такой узкой плоскости, нормально. Тут еще можно поставить по несколько стульев. Вообще квартира рассчитана на 3, ну плюс гости. Короче, если что-то не понравится людям со столом, могут поменять. Лампа заказывалась у нас. Кажется, я ее не передавала. Оставлю на нее артикул. Золотая лампа. Обычно я ее специально подбирала под ручки или ручки на кухне под эту лампу. Что-то около того. Так, и с этой стороны, почему у нас вот такая большая конструкция тоже с этих панелей? Потому что до половины у нас шел монолит, потом такой шел зигзагообразный, как бы так сказать, уступ. И мне надо было сделать плоскость, на которой надо было повесить телевизор. Тут у нас все выводы есть, просто они до сих пор не прорезаны. Они ждут покупки сюда телевизора. И когда появится хозяин у этой квартиры, мы под этот размер сделаем специальные розетки сюда с кронштейном. То есть тут есть закладные, все изготовлено, уже предусмотрено. И из-за этого я решила все это сравнять, сделать здесь вот такие полки. Тут все закладные под ТВ. И закрыли это все вот таким же серым ДСП. И по правую сторону, я уже мельком показывала, это диванчики, которые мы изготавливаем сами. У меня есть фабрика, которая мне этим помогает. Я им рисую эскизы диванов, которые я хочу. Это под мои размеры, под мой дизайн. Можно менять в любой конфигурации. Я делюсь контактами. Если вы перейдете на мой инстаграм и возьмете контакты поставщиков, там есть вся инструкция, то вы получите их контакты и можете воспользоваться покупкой любых диванов, которые вы увидите в нашем видео. Ткани, опять же упомянусь, 150 раз. От фабрики Divatex. Это Украина, город Киев. Классные ткани, качественные, ничем не хуже каких-то итальянских. Мне очень нравится, мы их часто ставим на наши объекты. И пойдемте, я вам покажу, пальму, шучу, не пальму, мы идем дальше. Я хочу начать, наверное, чтобы вы вообще упали в обморок, не с детской, а с санузла. Это у нас основной санузел, просто такая планировка квартиры, что очень много монолита, есть стояки, она вся резаная, ломаная, здесь очень мало ровных углов и ровных комнат, поэтому перепланировки тут практически не было, кроме там в спальне, я покажу кусочек, раздельный санузел от мастер-бедрума, то есть вот вход в санузел, вот вход в хозяйскую спальню, поменять было невозможно. Канализационные сливы все тут, по этой стороне ничего не идет. Мы не хотим в Салалевке ставить, потому что это проблема. Вот такой у нас вышел санузел. Я так хотела его сделать с вот такой вот люстрой, что я сначала увидела на сайте эту люстру, а потом я придумала этот санузел, можно так сказать. А почему эта люстра? Она вроде бы не сильно дорогая. На нее была акция просто 70%. И я ее купила за 5000 гривен. И в спальнях бы она нигде не смотрелась, а что-то мне захотелось вот прям в санузел, чтобы по-роскошному было. Санузел у нас этот вышел порядка 4-5 квадратных метров. Здесь мы установили ванную. Вся сантехника у нас Велероен Бог. Ну, не считая вот этой прекрасной столешницы, которую мы изготовили сами. Мы в последнее время делаем раковины с керамогранита, чтобы они смотрелись литыми вместе со стенами. Это, кстати, плитка керамогранит. Добавлю в описание точный артикул, название. На момент покупки стоимость данной плитки была где-то 2500. Не знаю, сейчас она такая же или нет, но достаточно дорогая плитка была использована в этой квартире. Размер ее 1800 на 900. И классно мы ее также закомпонировали сюда со стенами на столешку. Это такая фальш-панель, которая закрывает реальный слив. Слив идет вот там внутри, но там у нас очень грязно сейчас реально. Можно включить воду и попытаться... Не, ну это надо взять тряпку и прям хорошо вымыть там. Ну, короче. Там спокойно можно вымывать, выбирать волосы. Это не есть большая проблема. И ставить эту штучку вот сюда обратно. Так, помоем дальше руки. Обратите внимание на смесители скрытого монтажа. Они ставятся в самом начале ремонта.
такая подсказка для начинающих. Обычные смесители ставятся в самом конце ремонта, скрытый монтаж покупается и ставится прямо на самом-самом черновом этапе. Поэтому вот эти штуки все были куплены, когда еще тут штукатурки не было, можно так сказать. Эти штучки я привожу тоже с Германии, вот стоит 10 евро написано, тоже камень. Снизу у нас большой выдвижной ящик на типоне или push to open с фрезеровкой Sunset цветом антрацит. Цвет антрацит мы также дополнительно добавили вот в этот вот шкафчик и зеркало, само собой, разумеется. Сейчас я вам покажу с той стороны. Давай меняться местами. С той стороны тоже у нас вот в этом ящике не получалось установить ни вот сюда, ни сюда бойлер. Ну, то есть нам надо было так сделать, чтобы тут остались открытые полки. При этом осталась такая ширина, что можно было туда повесить бойлер. Мы не нашли другого консенсуса, как сделать вот такую вот штуку. Так можно так сказать. Мини-гардеробная для бойлера. Ну и сюда можно складывать полотенца, бытовую химию, если надо. И бойлер прекрасно достается и ставится обратно, если надо его заменить. Также тут у нас дополнительные ящички для, не знаю, той же туалетной бумаги или химии. И весь вот хозяйственный такой щиток. Гребенка, полностью подписан каждый шланг на ванну, гигиенический душ, унитаз. Также стоит редуктор самопромывной с антипотопом. Антипотоп стоит и на горячую, и на холодную воду. Под каждой у нас мокрой зоной лежат такие жетончики. Если вода попадает, то она перекрывает воду на всю систему. Ну, в принципе, тут все. Это максимальная комплектация, которую мы делаем и просто людям для жилья, и на перепродажу. У нас нет такого, что мы на чем-то сэкономили, где-то что-то не доставили. Только если есть заявка сэкономить и не ставить, мы не ставим. В основном это наш базовый набор. Из санузла мы переходим по длинному коридору в хозяйскую спальню. У нас в этом видеообзоре все наоборот. Мы не с коридора, а с главных частей начинаем. Итак, по левую сторону в нашей спальне есть вот такой, можно сказать, хозяйский шкаф. Его сделали специально для гладильной доски, чемоданов, не знаю, тех же полотенец, постельного белья и всякого хлама. Вот, кстати, кто не понимает, вот эта штука – это распред коробки. Их очень часто ставят под потолком, и мы это часто делаем. Но бывает у нас электрик хочет заработать много денег и делает вот так. Хотя я его прошу так больше не делать, потому что это тратится больше кабеля, но это очень удобно для клиента. Почему? Потому что весь локальный ремонт проводки у вас может происходить вот здесь. Вам не надо снимать потолки, не надо ничего там куда-то лезть. Просто открыли коробку и пересмотрели кабель, переподключили на другую линию. С этой стороны огромный щиток на 60 автоматов. Страшно, очень страшно, сколько было потрачено тут денег. Так, идемте дальше. С этой стороны у нас полноценная гардеробная для хозяина квартиры. Ну, что рассказать. Гардеробная. Здесь выдвижные ящики. Там уже они сами разберутся для чего. Вот такая вот у нас матовое, графитовое, ладно, не матовое, графитовое стекло в черном профиле. Мы часто ставим на перегородки, на гардеробные. Под нее делаем закладную, она утапливается прямо на потолок, натяжной. Ну, тут я уже много раз. Вот если я что-то детально не рассказываю, вы можете пересмотреть все наши видео. Я просто в каждом видео какие-то рассказываю нюансы по стройкам. Я понимаю, что это будет дольше, но если я буду повторяться в каждом видео одно и то же рассказывать, просто тем, кто за мной следят, уже будет скучно смотреть это видео. Так, идемте дальше, сюда заходим. И тут у нас хозяйская спальня с полноценной кроватью 2 на 1,80 м. Называется это, наверное, queen size, ну не king size, хотя можно было и king сюда лупануть, но поставили такое.
Какие были нюансы тут? Тут была перепланировка. Ранее, вот там, где батарея у нас начиналась, был балкон. Было принято решение балкон убирать. Балконы здесь были открытыми. Ой, я вам сейчас покажу, вы, честно, офигеете. Если я смогу это открыть и показать. Тут такое дело, что тут еще надо понимать, на что нажимать. И тут еще не факт, что оно откроется. Тут, может, надо подковыривать. Да, я это сделала. Видите, вам повезло, я вам покажу. Смотрите. За вот этой пластиковыми окнами с этой стороны и с той стороны прячутся кондиционеры на всю квартиру. То есть от застройщика вы можете вот посмотреть, я не знаю, если получится показать. С той стороны идет такой рифленый профиль, вот напротив, допустим. Этот рифленый профиль, он пропускает воздух, и за ним специально ставятся кондиционеры. Чтобы кондиционеры на фасаде не висели, то получается, что кондиционеры у вас находятся в квартире. Но балкон как бы полуоткрытый. Есть остекление, оно холодное, и вот это рейки, которые продуваются. Мы это все присоединили, установили тут пластиковые окна, утеплили, тут положили теплый пол, зашили вот этими панелями. Короче, там есть реально кондиционеры, доступ к которым мы оставили в случае ремонта. Логично, да, что мы их закрывали. На эту штуку потратили 1003. Как-то так. И из-за этого здесь была проблема с капельником. Тут идет стояк канализационный для кондиционеров. И из-за этого у нас получилась вот такая нависающая конструкция, чтобы его скрыть. Это не дизайнерский ход. У меня все обычно дизайнерские ходы начинаются с функционала. Надо было закрыть, зашили до конца, сделали подсветку, как будто так и задумывалось. Но тут все спрятаны коммуникации внутри. Но мне кажется, достаточно прикольно выглядит кровать, которая подсвечивается снизу. Зеленая ткань Divatex. Уже раз четвертый ставлю этот цвет. Он очень красиво смотрится. И гвоздь программы, я не знаю. Кстати, я ее ни разу не включала. Интересно, я ее вообще включу? Так. О, они работают. Куплена в Текомаксе. Это Германия. Кто знает, тот меня поймет. Там, где все по распродажам, по дисконтам, в единичных вариациях. Я, бывает, там что-то нахожу и притаскиваю сюда. Штука стоила 50 или 60 евро, каждая лампа. Вот это и та напротив. Это и отличает мои ремонты от других, потому что дешево, но это действительно какая-то модная лампа, какая-то стильная, не то, что там... вот, допустим, тут написано Made in India, значит, это латунь, но это пластик. Ну, по идее, смотрится неплохо. Тумбочки тоже все открываются. Можно деньги прятать. Так, на этом тут все. И что у нас еще? У нас есть еще письменный стол, он же бьюти-столик. Как хотите, так и придумывайте. Здесь есть ящики, которые что-то можно складывать. Сравняли эту стенку из-за выступа тех коммуникаций с вот такими дополнительными ящиками. Каждый ящик открывается снизу, сверху, аналогично там, с подсветкой. Можно книги поставить, можно фотографии. И зеркало с подсветкой. Не хватает стульчика сюда. Но, извините, уже потратьтесь, новые покупатели, хоть на стул в эту квартиру, потому что за вас уже тут сделали все. И идемте... у нас еще осталась детская, и у нас еще есть гостевой санузел. Пойдемте в детскую. Арт-объекты. Напечатанные, хотя для меня это шок, потому что тут такой рельеф, как будто это делал художник. Но в любом случае смотрится прикольно, стоит 5000. И детская комната. Очень красивый цвет, я его так люблю в этом году. Хочется прям лечь тут и поспать. Серый цвет стен, или это белый? Нет, это серый. Светло-серый цвет стен. Этот цвет ДСП и цвет фасадов из пленки. Это все подобрано на VR. Я оставлю описание, я не помню. Там из серии название что-то Fjord. Но обратите внимание, как мы подобрали ткани. Ну, я не знаю,
куда сюда приложить. Вот. То есть вот это так можно было? То есть на самом-то деле очень тяжело подобрать, если вы не выкрашиваете под RAL, да, что-то. Там готовую продукцию. Но у нас это вышло. Тут, конечно, мне инвестора урезали по бюджету. Я сейчас добавлю картинку, что я хотела сделать, а что в итоге вышло. Если бы я сделала то, что я хотела, было бы еще круче. Но кровать это и так вышла 30 тысяч. А то, что я хотела, выходило 50 или 60. То есть у нас вот эта стеновая панель должна была идти прям до антресоли. Она с такой, как соломкой, должна была состоять. Но не всегда совпадает желание мое с деньгами наших вкладчиков. Поэтому приходится в процессе ремонта под конец что-то менять, чтобы где-то сэкономить. С этой стороны полноценные шкафы для одежды. Сверху антресоли. Тоже в фрезе Sunset, как и на кухне, только цвет другой. Куча полок для хранения. Для книжечек, для игрушек, я не знаю, что хотите, то и думайте. Тоже вот такие слегка дизайнерские вещи, которые разбавляют интерьер. Подобранный цвет штор максимально идеально. Кстати, все контакты по шторам, по мебели, все можете найти у меня в Инстаграме. Переходите на мой Инстаграм, там есть инструкция, подписывайтесь, пожалуйста. И после этого вы получите контакты всех поставщиков и даже скидки от меня. Так, идем дальше. Это стул тоже от Купи стул. Я ничего не делала, тоже просто на глаз. Реально в интернете подобрала. И он тут есть, он поворотный. Цена его что, 5-6. Большой рабочий такой стол. На самом деле тут может быть и двое, и трое сидеть. Дополнительное обеденное место. Те, кто будут мне писать, какой мы маленький стол сделали на кухне, пожалуйста, у вас барная стойка, как в Макдональдсе, можете сидеть, обедать. Я шучу, конечно. И из последнего дополнительные полочки для канцелярии и так далее. Они там все дальше открываются. Классно все выглядит. Кто-то спрашивал у меня в Инстаграме за рамки. Рамки и вот эти все вещи, это я покупаю эксклюзивно. Аналогов нету, ссылок нету, потому что покупается в единичном размере. Даже нету у них ни сайта, ничего. Прихожу, на распродаже беру и все, и ставлю в объект. Так, идемте дальше. Что я еще не рассказала? Кстати, кровать с подъемным механизмом. Там тоже можно спрятать кого-то. Второе лежачее место. И переходим, то есть от начала к концу или от конца в начало. Это наш вход. Вход в квартиру. Открытый дверь. Вот, вход в квартиру. То есть сзади меня вот эта подъездная дверь. Мы ее не меняли. Ее менять нельзя. Хотя можно было поменять накладку, но в принципе и так нормально смотрится. Из перепланировки я добавила вот сюда кубик постирочный. Сейчас я зайду, я вам покажу. У нас везде есть теплые полы. На полу у нас, обратите внимание, везде идет винил. И в санузлах, и на входе. Оставлю артикул. Тоже хорошая штука. И пойдемте покажу гостевой санузел. Он был очень маленький. Вообще изначально тут душевая от застройщика не предусматривалась. Но благодаря моей фантазии и пытливому уму, что надо впихнуть, потому что это добавляет цене квартиры, чтобы ее подороже продать, пришлось в этом углу установить всеми местами вот такую вот душевую. Раньше здесь должна была быть раковина. Раковину мы как-то так пиндюрили слегка сбоку. Сразу скажу размер. Это 90 на 90. Может быть плюс-минус до метра. Ну, удобно. Мы и специально дверь сюда сделали, открывание, чтобы не мешало, не билось ни обо что. Плюс у нас везде смесители скрытого монтажа, тропический душ. Мы еще добавляли чуть-чуть тут стенки. У нас тут тоже установлен скрытый монтаж. Обратите внимание, что он в зеркале.
И когда вы такие вещи делаете, надо до миллиметра все просчитать, чтобы не было вот таких вопросов, как у нас. Мы тут еще поменяем. То есть я уже, когда приехала, увидела, дала задание прорабам, что у нас вылет вот этого носика слишком длинный. Он должен бить на центр раковины. То есть нам надо раскрутить, сделать новую резьбу и укоротить смес буквально на 5 сантиметров, чтобы вода его лилась на центр раковины, а не на край. Иначе очень тяжело мыть руки. Тут есть тоже тумбочки. Задействован, называется, каждый квадратный сантиметр в этой квартире. И давай опять меняться местами. С этой стороны у нас это все декорации, придуманные серии полки здесь, полки тут, все светится, все красиво. Тут тоже дополнительно, из-за того, что вот это идет канализационный стояк, мы обыграли таким количеством мебели. Короче, мебели сюда потратили. Чтобы вам точно сказать, вся корпусная мебель, включая кухню, тумбочки, все, что вы видели, кроме мягкой мебели, вышло что-то 600 тысяч гривен. Но для нас это много, для квартир, которые под инвестицию, тратить такие деньги на мебель. Вот я вам говорила, что этот кубик, раньше здесь вот так проходила стенка. Я забрала кусочек коридора, чтобы сюда смонтировать вот такие вот шкафы. И поставить сушку, стиралку, бытовую химию какую-то. И дополнительный бойлер, который обслуживает эту душевую. Так как у нас тот бойлер обслуживает ванну и кухню, этот бойлер на душ, чтобы не было потом каких-то проблем и ожиданий, что кто-то не может помыться. Так, что я не рассказала. По плитке. Плитку оставлю в описании. Это террация, керамогресс или что-то такое. С размерами метр на метр. Мы часто ее используем. Ну, найдете в описании точное название. Все смесители скрытого монтажа у нас в Воле. Раковина я не помню. Ага, вспомнила. Эта раковина тоже с историей, потому что я ее передавала, искала на сайтах Германии. Я не могла найти такой маленький диаметр, чтобы когда тут ходишь, оно не мешало передвижению. Поэтому эта раковина приехала оттуда, стоит 100 евро, плюс-минус. Ну все, получается, показываю вам коридорчик. С этой стороны у нас шкаф для верхней одежды. И обувь туда можно сложить. Коробки от обуви можно наверх убрать. Большой глубокий шкаф для будущего хорошего семейства. Зеркало от пола до потолка специально так сделала, чтобы когда ты идешь с зоны кухни, увеличивалось пространство и добавляло света. Как раз свет от того окна попадает сюда и добавляет дополнительное освещение, потому что достаточно длинный коридор. Ну, знаете, да, как еще в Древнем Египте зеркалами свет делали. Примерно такая же методика. Ну все, ребят, видеообзор мой окончен. Квартира на ЖК Манхэттен 83 квадратных метра с бюджетом $850 квадратный метр. Я рассказала, показала, что примерно сколько стоит. На мебель у нас ушло 600 тысяч, на технику у нас ушло чуть-чуть около 100. На технику, да, я сказала, правильно? Прохожу двери, могу сказать, что они стоят порядка 16 тысяч гривен. Картина стоит порядка 5 тысяч гривен. Ладно, все детали обычно я рассказываю во многих своих видео, поэтому если вы пересмотрите несколько видео, вы поймете примерно, что где стоит. А также вы можете обязательно подписаться на наш YouTube и на наш Instagram, где я делюсь контактами поставщиков, скидками, информация, где и что, когда мы делаем. Потому что вот эти объекты люди видели еще год назад, как мы их делали. А только сейчас я снимаю видео, потому что вот финальный результат. И многие этого ждут. Спасибо вам, кто ждет. Вы меня подбадриваете в наше нелегкое время. Все, ребят, спасибо, что досмотрели до конца. Всем пока-пока-пока.